Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же сходит по вам с ума? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так, вот какая-то усталость, знаете, вот усталость, я бы сказала, и моральная. Душевная какая-то усталость и физическая. Это может быть связано и с тяжелой работой, это может быть связано с любовными проблемами, потому что вот такое состояние обычно бывает, когда какие-то вот реально либо разводы, расставания, да, вот именно когда тяжело на душе. Но вы все-таки боец. Вот я бы сказала, что вы все равно, несмотря ни на что, вы держитесь, вы духом не упали. Вы как-то стараетесь находить все равно отдушину в своей жизни, вы общаетесь, да, вы общаетесь, может быть, там с друзьями, кто-то общается с коллегами, с родственниками. Но, тем не менее, да, тяжело, но вы эту тяжесть очень и очень стойко выносите. Плюс у вас на горизонте совершенно начало нового этапа, другого этапа. Давайте-ка уточним, что это за этап у вас будет. Этап, когда, смотрите, этап, когда ваша тяжесть, которая сейчас есть, когда тяжело на душе, как говорят, да, это будет понемножечку уходить, именно это состояние, в котором вы сейчас пребываете. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, да, помним, что это общий расклад. Кто-то, может быть, прошел недавно через этот этап. Смотрите, в вашей жизни начнутся кардинальные перемены, причем то, что вы сейчас проживаете, вообще то, что случилось с вашей женщиной, да, это вообще предназначено судьбой. Так должно было случиться. Вы должны были определенный этап быть вместе. Это вам нужно было просто для опыта. Не просто так вы сошлись, разошлись. Это наверху там было так предначертано, что определенный этап вы будете со своей женщиной. Как бы тяжело вам не было, но это по справедливости произошло. Так должно было быть. И все события, которые были в вашей жизни, были предначертаны. У некоторых из вас может проигрываться, что вы даже когда еще были, либо же жили, да, со своей бывшей женщиной, бывшей женой, вы, возможно, даже чувствовали, да, в какой-то период отношений вы начали чувствовать, что дело идет к концу. Вы чувствовали охлаждение, может быть, кто-то и чувствовал измену, да, как-то либо же оправдывали ее, либо же сами себя обманывали, не хотели в это верить, что ли. Хотя вы чувствовали, вы, кстати, очень такой интуитивный, чувствительный человек. В принципе, интуиция есть у всех. У кого-то она развита больше, у кого-то меньше развита, но у вас довольно неплохо. У вас был период сомнений, однозначно был период, когда вы разошлись, да, перестали жить, может быть, вместе. У вас был период сомнений, справитесь ли вы, да, один, получится ли у вас вообще жить без этой женщины, как вы будете жить. То есть такие качели, очень сомнения были, очень неопределенные такие чувства, да, как слепой котенок, вы не знали, куда бежать, что делать, да, то есть такое смятение чувств было. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад, которая сходит с ума по вам. Итак, что же это за женщина? Очень такая, сразу мне идет, очень работящая. Есть женщины с линцой, а это, такая просто мастерица, рукодельница, настолько трудолюбивая, да, если эта женщина, допустим, имеет свой дом, она будет, просто впахивать там днем и ночью. Если бы такую женщину, да, даже если у нее нету дома своего, там, я имею в виду частного дома,
она бы впахивала, вот, да, вот привезите ее на дачу, грубо говоря, она вам там все переделает, она как пчелка просто. Она знающая себе цену. Несмотря на то, что вот она такая вроде бы и любительница и обустраивать домашний очаг, да, такая домашняя, все. Но я не могу сказать, что она прям домоседка. Она вообще имеет лидерские черты характера. Она хороший оратор. Она, в общем-то, довольно сильная личность. Она сильная личность. Скорее всего, эта блондинка будет проигрываться. Причем, смотрите, это дама, которая, ну, я не могу сказать, что вот она прям эмоциями переполнена. Она скорее, наверное, вот будет скрывать свои эмоции. Она такая то ли стеснительная, вот какая-то немножечко и робкая. Несмотря на то, что вот она уверенная в себе, но вот с мужчинами как-то вот она бывает робеет просто. Она старается как-то, когда и плохо, не показывать свои чувства, старается вот по-мужскому даже, я бы сказала, психотипу, она старается сама справиться со своими проблемами. Вот. Ну, сильные личности, в принципе, довольно часто так и делают. Так, давайте-ка сейчас коротко посмотрим. Мне понравилось держать интригу. Где вы с ней могли пересекаться, да, вот чтобы как-то вы немного разобрались и поняли. Ой, она любит красоваться, это капец. Вот она все-таки любит красоваться, да. Смотрите, вы с ней, ну, я бы сказала, последний раз, ну, крайний раз, да, как говорят, вы с ней общались то ли по телефону, то ли по СМС. Это могут быть и соцсети даже. Вот вы общались, причем вы могли во время общения говорить о жизни, о каких-то вот общих таких вот явлениях, да, вот житейских. Причем во время этого общения вы говорили и комплименты. Говорили комплименты, но я так думаю, вот все-таки она нет, она скорее брюнетка, я вам скажу. Блондинка это еще может быть ваша общая знакомая. Это скорее общая знакомая проигрывается, а эта дама, она скорее брюнетка. Женщина очень такая, знаете, она умеет любить. Вот она, знаете, вот как-то она чувства особо не показывает, но вот она своим поведением, своим отношением, она ну настолько вот и заботливая. Она вот именно любящая. У нас туз кубков выпал, да, вот именно такие женщины предназначены для стабильных, для серьезных отношений. С ней у вас, кстати, произойдут кардинальнейшие перемены. Мы углубляться не будем, пусть будет интрига, но эта женщина реально вот, она почему-то переполнена чувствами к вам. Давайте-ка посмотрим, почему именно к вам, да? Вот прям интересно, что же такое? Так, почему она к вам переполнена чувствами? Вот смотрите, вы когда с ней общались, вот такое ощущение, что вы ей чем-то помогали. Может быть, словом, делом, кто-то, может быть, деньгами даже помогал, да? Понятное дело, что вы не постоянно с ней общались по телефону или там по СМС. Это крайний раз вы с ней общались вот по телефону либо СМС. Так что думайте, вспоминайте. Вы как-то вот ее именно чисто по-человечески либо поддержали, либо помогли, да, кто-то деньгами, кто-то словом, делом, может быть, советом каким-то, причем может даже проигрываться, может быть, вы, поскольку вы знакомы, да, может быть, вы даже домой, кстати, к ней приезжали, что-то помогли, да, может быть, там тот же кран отремонтировали, ну, какую-то мужскую работу сделали. Несмотря на то, что она вот сильная женщина, внутри, в душе вот она очень слабая. То есть это слабая девочка с такой сильной внешней, может быть, оболочкой. Знаете, вот как такая с виду снежная королева, но в душе она белая пушистая. Вот. Ну просто, ну золушка, да, такая паинька. Поэтому вы вот ее покорили, именно когда вы с ней общались.
вы ее покорили вот своим каким-то вот отношением, какой-то то ли человечностью, либо же поступком, да, вот этой помощью, вот чем-то таким вот именно человечностью, что ли, какой-то. И вот она с тех пор, вот, ну, как бы, как говорят, она запала на вас просто. Вот вы у нее не выходите из головы, она думает о вас, она вспоминает о вас, да, она хочет встречи с вами. Хорошо, давайте-ка теперь уточним, почему вы перестали общаться, почему вы не общаетесь. Это может связано быть с каким-то вот переездом, переменой какой-то. Это либо же она, либо вы, да, вот куда-то переехали, поменяли место жительства, может быть, работу поменяли, да, если вы, допустим, по работе, может быть, пересекались. Ну, то есть это какое-то вот, ну, временное затишье вашего общения. Вот вы общались. Я же говорю, сначала вы в жизни были знакомы, вот общались в жизни, да, а потом вот крайний раз вот именно у вас был по телефону, либо же по СМС, по интернету как-то. Немножечко вот вы, возможно, даже сейчас и не общаетесь, да. Либо же, вот я говорю, у некоторых может проигрываться, что и сейчас вы общаетесь, но только по телефону, либо по интернету. Вот я думаю, что между вами вот есть какое-то расстояние все-таки. Вот расстояние. Это может быть не обязательно там другой город, это может быть, ну я не знаю, там на другом конце города вы живете, либо же там просто где-то в области, да. Ну, то есть как-то вот немного разошлись ваши пути дороги, но тем не менее... Она вас до сих пор не забыла. Вот как-то вы запали ей в душу. Мужчин у нее нет. Вот как-то вот она влюбилась в вас и держит это в себе. Плюс у нее еще страхи перед вами. Вот она боится проявиться. Она и стесняется, и боится, и не знает, каким образом. Да, вот. Давайте... Спросим сейчас, уточним, будет ли она проявляться вообще, будет ли у вас еще общение с ней. Будет, сразу же вот выпало, будет. Да, сейчас вы однозначно, вы на расстоянии, вот как-то вы не пересекаетесь особо близко. Она проявится, но я не могу сказать, что это будет в ближайшее время. Это не ближайшее время. Это будет какой-то период, пройдет, да, может быть месяц, у кого-то 2-3, да, у всех по-разному может проиграться. Но смотрите, вы снова пересечетесь, и снова это будет либо же звонок, либо СМС. Хорошо, дальше давайте уточним. Не будете же вы платоническую любовь строить, да? Давайте-ка уточним. В реальной жизни у вас будут вообще с ней отношения? Или это будет такой вот роман по телефону, виртуальный роман? Смотрите, какой-то период, да, вы будете все-таки общаться по телефону, либо по СМС, да, вот все-таки вот есть расстояние. Вам это обоим не очень будет нравиться, потому что вы, вот чем больше вы будете общаться, тем больше вы как будто влюбляться будете. Здесь уже и вы со своей стороны начнете влюбляться в эту женщину. И здесь уже вы возьмете бразды правления в свои руки. Ну, как мужчина, да, который хочет быть женщиной, которая ему понравилась, реально понравилась. Я так думаю, что вы сами отправитесь к ней. Вот поедете, да, там прилетите, я не знаю, примчитесь, да, у кого машина есть, может быть. То есть здесь уже вы будете, да, вот видите, у нас солнышко выпало, здесь уже будет зависеть от вашей решимости. Вот если вы проявите решимость, да, вы как-то, вот именно вы должны будете решить эту проблему, вот проблему расстояния. Может быть, приехать, забрать ее к себе, да, там, сначала, может быть, в гости забрать, потом уже, может, если у вас все сложится, да, вы можете, в принципе, и жить. У вас карта Солнца выпала как итог. Вы можете жить, причем жить в такой гармонии, в любви, да, вот с чувствами, настолько вот очень гармоничные это будут отношения у вас.
Но именно вот без вашей жесткости, без вашей твердости, вот решительности, тогда ничего не получится, если вы не проявите настойчивость, если вы вот не примчите. Может быть, кто-то, я не знаю, там за билет заплатит, чтобы она приехала к вам, да. Ну, то есть именно здесь уже будет инициатива повторно от вас. Вот именно, чтобы в реал это перешло все, в реальную жизнь. Потому что, ну, как бы по телефону, по СМС общаться постоянно это неинтересно, правда? А вот перевести это все в реальные отношения, здесь уже реально будете вы действовать. Потому что, ну, как бы женщина из женщины, тем более она такая немного робкого десятка, хоть и влюбленная по уши в вас. Так что действуйте. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!